Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Акиф и Берфин вернулись из медового месяца и собрались вместе за столом. Когда Дилан спрашивает, как прошел медовый месяц, Берфин и Акиф говорят, что им очень понравилось и было весело. Баран говорит, что он хотел бы, чтобы они продлили его. Когда Берфин говорит, что мы скучали по тебе, Акиф отвечает, что скоро будет дело об опеке, поэтому мы и вернулись. Джихан говорит, что он очень рад вернуться к своей семье, которая стоит на ногах после всех плохих событий, произошедших за все эти годы. Они делают еще одну фотографию и начинают завтракать. Пока Баран завтракает, он говорит, что у нас с Диланом есть что тебе сказать. Мы купили особняк в Мардине и поселимся там. Все очень удивлены, лицо Айхана становится кислым, и они смотрят в глаза Кудрету. Джихан говорит: «Ты очень хорошо подумал, я буду приходить к тебе часто». Кудрет Бей говорит: «Я очень рад за тебя, но у нас здесь компания, и у нас есть система, мы не можем уйти и уйти». Когда Азади Ханем соглашается с ним и говорит: «Мы пустили здесь свои корни, я очень люблю свой родной город, но теперь у нас здесь своя система». Когда Баран спрашивает Акифа: «Нам очень важно быть вместе». Акиф говорит: «Это очень важное решение, моя тетя Ипек, мне нужно обо всем подумать». Баран говорит: «Хорошо, тогда ты подумай, а мы будем ждать вашего решения. После того, как Азади Ханем и Кудрет Бей проводят Берфина, Азади Ханем спрашивает сына, что он думает о Мардине. Когда Кудрет Бей говорит, что здесь нет компаний или рабочей силы, Азади Ханем говорит: «Это все, что нужно сделать, есть также дела сердечные». Когда Кудрет Бей склонил голову, Азади Ханем сказала: «Послушай, сынок, нет смысла это скрывать. У тебя есть сердце для Айхан Ханем, что тебя останавливает». Когда Кудрет Бей сказал: «Послушай, сынок, Айтан не хотела бы тебя быть таким же». Когда Кудрет Бей сказал: «Жизнь коротка, одиночество – это нечто особенное для Бога, просто подумай об этом». «Ты права, мама». Он говорит, что подумает об этом. Пока Дилан и Баран провожают Берфина и Акифа, между Бараном и Акифом возникает тема Хаджер Ханем. Баран говорит, что мы должны верить, что эта женщина находится в психиатрической больнице, она не будет сидеть сложа руки. Когда Дилан говорит, что им нужно забрать наши вещи из хижины, прежде чем ехать в Мардин, Баран решает, что все в порядке, тогда мы оба можем забрать их и провести там ночь одни. Госпожа Айхан говорит: «Завтрак был великолепным. Как быстро привыкаешь к толпе». Когда Берфин говорит: «Они многим пожертвовали ради меня, мне грустно прощаться с ними сейчас», Акиф отвечает: «Нам не нужно прощаться, Баран пригласил нас поселиться там вместе с ними». Когда госпожа Айхан говорит: «Я больше ничего не могу делать, но ты можешь делать все, что хочешь, ты только в начале своей жизни», Берфин говорит: «Разве это возможно? Мы не будем. Я не оставлю тебя одну и не пойду куда-нибудь, куда бы мы ни пошли, мы пойдем вместе». Акиф говорит, что у нас еще есть время, пусть суд решит, мы поговорим еще раз. Когда Баран и Дилан приходят в хижину, Баран говорит, что он очень голоден. В то время как Дилан говорит, что они приготовят это прямо сейчас, Баран хочет приблизиться к ней, и Дилан пытается убежать, чтобы она могла приготовить еду. Когда Баран говорит, что он не торопится, он говорит, что очень холодно, я очень холодный. Баран: «Хорошо, сейчас я разожгу камин, но позже я хочу, чтобы ты был в моих объятиях, не убегай», соглашаются они. Пока Акиф и Берфин говорят о своем страхе потерять Ипек, Ипек подслушивает их и подходит к ним. Они обнимаются и говорят: «Никто не может разлучить меня, я никуда не уйду, оставив тебя, ты не можешь избавиться от меня». Баран и Дилан вместе заходят на кухню, чтобы приготовить еду, и Дилан, как всегда, оставляет салат Барану. Когда Дилан приходит к Барану в наряде, Баран делает ей комплимент, а Дилан отвечает ему тем же. Затем он вежливо отодвигает стул Дилан и позволяет ей сесть, а сам садится напротив нее. Баран не хочет приступать к еде, но наблюдает за Дилан и постоянно говорит ей приятные слова похвалы. Когда Дилан спрашивает, понравилась ли ему еда, Баран отвечает, что она была великолепной, но в любом случае нужно изменить две вещи: во-первых, еду, а во-вторых, мою любовь к тебе.
Дилан, я хотел сказать то же самое о твоем салате, но когда я это сказал, Баран снова спросил, неужели этого недостаточно? Дилан говорит, шучу, на этот раз ты постарался на славу, получилось здорово. В особняке они развлекаются, устраивая гонки на радиоуправляемых машинках с Джиханом Мираном. Когда Миран проигрывает Джихану, он идет к Азади Ханем и жалуется, говоря, что снова победил его дядя, его старая бабушка. Когда Кудрет Бей говорит, сынок, ты должен был победить его, ты не должен был расстраивать мальчика, Джихан говорит, он научится проигрывать, а не побеждать ложно, мой брат научил нас этому, он вырастет таким же, как это, мой племянник. Затем они снова участвуют в гонке, и на этот раз побеждает Миран. Во время еды Дилан встает и приглашает Барана потанцевать. И они начинают романтический танец, и во время танца они не могут оторвать глаз друг от друга. Когда Дилан спрашивает, что было бы, если бы наши пути никогда не пересеклись и этой любви никогда не было, Баран отвечает, что, несмотря ни на что, два сердца бились бы друг для друга, потому что наша судьба была написана как одно целое, мы бы нашли друг друга, имели ты забыл, ты моя звезда, которая помогает мне найти дорогу в темноте ночей и обнимает меня. И Пек снятся кошмары во сне, говоря, не разлучай меня с отцом, мама. Когда Акиф приходит к ней и гладит ее по голове, говоря, «Я здесь, папа», и Пек просыпается и обнимает его, говоря, «Папа». Затем во сне она видит, как ее мать хочет забрать ее, но она не уходит. Она просит дядю-судью, «Я хочу жить с отцом, я скажу ему, что люблю отца, и они не дадут мне к моей матери, да». Когда Акиф говорит, «Я никому тебя не отдам, дочка, не волнуйся». Когда Берфин спрашивает, беспокоимся ли мы об Ипек и не потеряем ли ее, Акиф отвечает, хотел бы я знать. Дилан говорит, что она очень рада поездке в Мардин и что они вместе открывают новую страницу. Баран говорит, что на этой новой странице будет только хорошее, не будет боли и зла, будет только счастье и мир. После того, как Дилан говорит, что она будет работать над этим, она говорит, что хотела бы, чтобы все наши близкие поехали с нами, и говорит, что она хочет, чтобы они тоже были там. Баран говорит, не волнуйтесь, я сделаю все возможное, чтобы они принять это решение. Дилан говорит, хорошо, что ты есть. Баран говорит, хорошо, что ты со мной, ты внутри меня. Баран говорит, что я рад, что ты у меня есть, ты мой покой, ты самый прекрасный уголок моего сердца. Утром они вспоминают, что Дилан сделал для Барана, когда тот был ранен, когда они впервые встретились в этой хижине. После того, как они убрались в хижине и оделись, они вспоминают, как там произошла битва мукой. С этим местом связано столько воспоминаний и прекрасных впечатлений, что все они проносятся перед глазами, словно кинолента. Наконец, когда они уже собирались выйти за дверь, они вспоминают, как он сделал им предложение, и становятся очень эмоциональными. Когда Кудрет Бей зовет Айхан Ханем навстречу на пляже, Айхан Ханем паникует и прибегает, чтобы узнать, все ли в порядке. Когда Кудрет Бей говорит, что мы давно не гуляли по пляжу, поэтому я и позвонила ему, потому что скучала по нему, Айхан Ханем говорит, что я тоже скучала по прогулкам с тобой по пляжу. Когда Кудрет Бей говорит, что он взял последнее оставшееся в кондитерской пирожное и отдал его Айхан Ханем говорит, давайте тогда поделим его, делит его пополам и отдает Кудрет Бею. Они говорят о том, как любовь Акифа и Берфин преодолела все трудности, и что если два сердца соединятся, никакие трудности не встанут у них на пути. Когда госпожа Айхан говорит, что осталось только урегулировать вопрос опеки, и если все закончится хорошо, дети смогут вздохнуть спокойно, господин Кудрет говорит, что так и будет, так что не волнуйтесь. Тугба испытывает трудности с подачей заявления на учебу за границей, потому что она не знает английского языка. Когда Джихан приходит и помогает, Тугба очень благодарна. Джихан покупает себе кофе и предлагает его Тугбе, и когда он спрашивает ее, откуда взялась идея поехать за границу, Тугба начинает рассказывать ему о своих мечтах. Когда Дилан выходит из хижины, она говорит Барану, «Я всегда любила тебя, я посвятила тебе свое сердце, когда впервые тебя увидела, знай, что я буду продолжать любить тебя до конца своей жизни». Баран говорит, «Я тоже всегда буду любить тебя, ты моя левая сторона, лекарство моей души, я никогда не перестану любить тебя». Когда Дилан спрашивает, стоит ли им зайти в Галатскую башню перед отъездом, Баран отвечает,
мы хорошо прогуляемся, а потом пойдем домой. Берфин встречается с Селин и просит ее пересмотреть свое решение взять ипек. Селин обрывает его, потому что думать не о чем. Когда Берфин спрашивает, спрашивала ли ипек когда-нибудь, чего она хочет или в чем нуждается, Селин злится. Хотя Берфин говорит: «Я выросла без отца, я знаю, что это значит, ты заставишь ее испытать эти чувства», Селин говорит: «Не трать зря слова». Берфин говорит: «Когда ты попытаешься забрать ипек, ты разорвешь ее сердце на части, разлучив ее с отцом, который воспитывал ее годами. Будешь ли ты счастлив, когда ипек будет несчастна? Но знай, что когда она поймет это, она никогда прощает тебя. Подумай об этом. И уходит». Баран и Дилан отправляются в Галату, гуляют по Артакою, отдыхают, любуясь морем, делают много фотографий, собирают воспоминания, едят рыбу и хлеб и приятно проводят время. Они посещают Султан Ахмед, собор Святой Софии и все красивые места. Они садятся на паром, бросают семить чайкам и, наконец, наблюдают закат, любуясь девичьей башней. Когда Тугба получает ответ на свое письмо, она просит Джихана о помощи. Когда Джихан говорит, что его приняли, Тугба очень радуется и говорит, что хочет что-то сделать для тебя. Когда Джихан говорит: «Хорошо, я очень скучаю по Стамбулу и хочу попутешествовать вместе», Тугба говорит: «Тогда кофе за мой счет». К Хаджер Ханым приходит человек Нумана Бурхан и приносит новости от Карабеев. Они начинают строить новые планы, чтобы привлечь врагов Барана на свою сторону и уничтожить его. Затем приходит медсестра и выводит Бурхана, говоря: «Давайте сейчас тебя выведем». Баран и Дилан приходят в заведение и заказывают тосты. Когда Дилан находит написанную ими записку в рамке на столе, они очень удивляются и радуются, говоря, что это чудо. Затем Баран читает текст и говорит, что время летит быстро, а любовь не всегда можно найти. Живите настоящим, не говоря «я бы хотел, чтобы ты мог», и проживи свою любовь, прежде чем умрешь. Родители Мирана Баран и Дилан Карабей читают то, что он написал. Они помнят тот романтический день, когда они поместили его в бутылку и бросили в море. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.